Пожалуйста. If you have a question, you have a relationship. If you don't have a question, where is your relationship? Если у вас есть вопросы, значит у вас есть отношения. Если нет вопросов, то в чем отношения? The Sanskrit word manishanam, intelligent, И на санскрите слово манишанам означает интеллект. and manu, human being, come from the same root. И слово ману, человек, происходит от одного и того же слова. So if you don't have a question, look in the mirror and ask yourself, am I a human being? Если у вас нет вопросов, посмотрите на себя в зеркало и задайте себе вопрос, а вообще человек ли я? The first question is called the icebreaker, just to get to know you. И чтобы вы знали, тот, кто задает первый вопрос, называется ледоколом. So who's got it? Итак, у кого первый вопрос? Written ones are really good. И самое лучшее, если вы будете записывать вопросы на Because бумажку. otherwise, this way, by writing it, you don't have to put yourself on the spot. Why are you asking this question? Ну вот. You don't have to put yourself by writing it. Nobody can accuse you. Why are you asking this question? Поскольку в таком случае вы можете сохранить анонимность и задавать какие-то вопросы, которые вы, может, вы стесняетесь задавать открыто. Plus, when you write it, then they edit it. А кроме того, когда вы записываете вопрос, вы сможете его редактировать должным образом. Please don't give us a book. И не пишите, пожалуйста, целые книжки. You should crunch it down, make it short. Но нужно его как-то так потихонечку сократить, сделать его... Ну, божественно. See, with Govardhan Jila worship, if something is offered, because there's two kinds of worship of Govardhan. One is as Haridasa Bharya, the best servant of Lord Hari. И Govardhana Шиле можно поклоняться двумя способами. Один – это поклоняться Govardhaну как Харидаса Варьи, лучшему из слуг. Or as Krishna himself. А также можно поклоняться как самому Кришне. So I asked Prabhupada's godbrother back in 1985. И в 1985 году я задал вопрос одному из духовных братьев Шрила Прабхупады. Because when you're serving the Lord, you just figure, how do you serve the Lord as the best servant of Lord Hari? Ну вот, и я спросил, как вот поклоняться Господу, как лучшему слуге Господа Хари. And there are more shlokas about the best servant of Lord Hari than as Krishna himself. And Krishna himself, I only found one shloka. Ну вот, но и поклонение Господу Хари, то есть лучшему слуге Господу Хари, я нашел много шлок, а поклонение Govardhanu как именно Хари, самому Господу, я нашел всего одну шлоку. So this godbrother Prabhupada answered, both options are valid. You cannot say one is better than the other. И этот духовный брат Шрила Прабхупада сказал, что и то, и другое правильно, и нельзя сказать, что одно из них лучше, чем другое. So if it's offered, no problem, give it to them. Даже если вы, то есть Govardhana Шиле может предложить и то, что уже было предложено, так в таком случае вы поклоняетесь ему как Хари. If it's not offered, give it to him. То есть если уже что-то предложено Господу, вы можете все равно предложить это Govardhana Шиле. Either way, it's you win, you know. То есть в любом случае вы выигрываете. Just like when one devotee in South Russia Как один преданный или преданный в Южной России. had a problem with the neighbor. His neighbor was giving him trouble. И соседи доставляли ему неприятности. So I gave him the prayers to Nrsimhadev written by the Saturn planet. И я дал ему молитву Нрисимхадеву, сочиненную планетой Сатурном. And in the 9th shloka, the Saturn planet says this. И в 9-й шлоке Сатурн говорит следующее. That if you meditate on Nrsimhadev's transcendental form, you become free from all sinful reactions. Если вы будете медитировать на трансцендентную форму Нрисимхадеву, вы освободитесь от последствий всей своей греховной деятельности. And fear of living entities, fevers, А также от страха живых существ и жара, лихорадки, malefic planets like Saturn, от влияния дурных планет вроде Сатурна, samudbhava, obstacles, а также препятствий,
the fear of that become destroyed. И страх, то есть вы лишитесь, избавитесь от страха перед всем этим. So I told this driver from South Russia, И я сказал этому водителю с Южной России, by worshiping Nrsingadev, either two things. Either your neighbor becomes better, or you become so detached, your neighbor's objection doesn't bother you anymore. Вот я сказал ему, что благодаря вот вознесению этих молитв могут произойти, то есть ты можешь избавиться от своих проблем двумя способами. Либо твои соседи изменятся и перестанут тебя беспокоить, либо тебя перестанет беспокоить поведение твоих соседей. Either way, you win, so what do you worry? И в том и в другом случае ты выиграешь, о чем тебе беспокоиться. So it's the same thing. By worshiping Krishna, nobody loses. Здесь то же самое. Поклоняясь Господу Кришне, никто ничего не теряет. Either you become better at preaching, or better devotee, Либо ты станешь лучшим преданным, будешь проповедовать, or and the opposition becomes pacified, or you don't care anymore. и какие-то противники, они успокоятся, либо тебе уже до этого не будет дела. That's the mood of a devotee. We're trying to please the Supreme Personality of Godhead. Таково настроение преданного, мы стараемся доставить удовольствие Верховной Личности Бога. If the public is pleased, okay, or we try to figure out how to please the public without breaking our principles. И если как бы общество может быть удовлетворено каким-то образом, так что мы не шли на компромисс со своими принципами, то здорово. But in the ultimate issue, we're trying to please the Supreme Personality of Godhead. If the public is happy, okay. If not, to hell with them. Но высшим принципом для преданных является доставить удовольствие Верховной Личности Бога. Если окружающие люди нами довольны, то здорово. Если недовольны, то и Бог с ними. That's reality. Такова реальность. Итак, первый вопрос. Достаточно длинный, до конца комнаты дотянется. Сами же. Вы можете пояснить, в чем различие Господа? В чем различие Господа от Бога? Can you please explain what's the difference between the Supreme Personality of Godhead and the human being? Is made in the form of God. Human being is made in the form of God. Человек создан по образу подобию Божьему. Nityo nityanam chaitanas chaitananam eko bahunam yo vidadati kaman. The Supreme Lord is eternal and we're also eternal. И Верховный Господь вечен, и мы вечны. And we have consciousness and He has consciousness. Мы обладаем сознанием, и Он обладает сознанием. The difference between us and them is He's maintaining all of us. Но разница между нами и им то, что Он поддерживает нас всех. In exchange for our insignificant love. И также Он обменивается любовью. He maintains us, supports us, and facilitates us. Как бы в ответ на нашу незначительную любовь Он поддерживает нас. The personality of Godhead is a big thief. И Верховная Личность Бога это большой воришка. And our business is to help him steal. И наша обязанность является помогать ему в этом. As much as possible. Насколько мы в состоянии это делать. So that's our business. Таков наш долг. And then he lets you join the thievery party. И тогда Он позволит нам присоединиться к Его вечеринке. Just in 10th canto, chapter 5, when Krishna and Balaram were quarreling around Vrindavan. И когда в 5 главе 10 песни Шримад Бхагаватам описывается, когда Кришна и Баларам начинают ползать по Вриндавану. So the elderly friends of Mother Yashoda. И старшие подруги мамы Ишоды. They would say, when your son comes to steal from us. Говорят, что когда твой сын приходит, чтобы украсть нас что-то, if we give it to him voluntarily, he's not happy. Если мы ему отдаем это сами, он не очень доволен. He wants to steal it. Он хочет украсть это. Suppose you give a donation to somebody. Скажем, вот вы пожертвовали кому-то You gave him 20 grivanas. It's gone already. I forgot about it. Дали 20 гривен и забыли про это.
But if that kid comes to your house and steals from you, you don't forget that kid. Но если ребенок придет к вам дома и стащит у вас что-то, то вы никогда не забудете этого ребенка. It wasn't the milk products he was stealing. It was the love behind the milk. И Кришна воровал не молочные продукты, а любовь, которая в них заключена была. All the hard work. Тот тяжелый труд, который вложили в него гопи. That is the thing. Именно это ему и нужно было. In any offering, if you're greedy to give it, Krishna's greedy to take it. Это относится к любому подношению. Если вы страстно хотите что-то Кришне дать, то он также страстно хочет это взять. Could be garlands, could be flowers, whatever. Garlands, food, ornaments, cloth, doesn't matter. Это и не имеет значения. Это является пища, гирлянды, цветы, одежда, украшения. You're greedy to give it, he's greedy to take it. Если вы жаждете дать это Кришне, то он жаждет это взять у вас. Итак, еще вопрос? Как? Вы довольны ответом? Каково различие между Господом и Богом? Господом и Богом. And what is the difference between Lord, the Lord and the God? Вы неправильно перевели просто. Может быть, да. Jesus and God. Различие между Jesus, Господом между Иисусом и Богом или Господом и Богом. А кто такой Господь? Дело в том, что в нашей философии Господь и Бог это одно и то же лицо. Господин, Он один. Просто может быть Господь это воплощение Бога? Нет, дело в том, что в соответствии вы должны пояснить, что какой смысл вы вкладываете в слово одно и другое, потому что в наших книгах и Господь и Бог это обращение к значению одной и той же личности. А почему упоминается по-разному? Или Господь, или Бог? Нет, Господь и Бог это одно и то же. Зачем? Иногда говорится там Господь Брахма, это уже другой вопрос. Это уже такие моменты чисто филологические. То есть вы имеете в виду, какова разница между Иисусом и Богом, или что? Или что? В чем как бы вопрос? Например, вас называют мама там Сашей, а другой называют Шуриком. И вы можете задать вопрос, почему меня двумя именами называют? Ну, понимаете? То есть это один и тот же объект. Вот все. Так, все? Как выглядит Господь Нарсимхадев на планетах духовного мира Нарсимхалока? Его облик, его лицо. How does Nrsimhadev look like on the Nrsimhaloka? Whatever way the Shastras say, that's what he looks like. Ну, то, как он описывается в шастрах, так он и выглядит. I haven't seen any depiction that he looks different. Честно говоря, я не слышал какого-то другого, то есть, точнее, описания, как, чтобы он выглядел как-то по-другому. We have to assume that where he looks in the spiritual world is the same way as he looks described in the Shastras. Поэтому мы можем принять, что он в духовном мире выглядит так, как он описан в шастрах. That's all I can think of. Поэтому то, что я могу. I haven't heard anything different. Ну, то есть я нигде не слышал ничего другого. То есть лев. So he look like lion. Half man, half lion. Да. Narahari. Получчеловек, Who's half man, half lion. Нарахари получает полулев. Please tell us why Krishna in Dwaraka have 1,800 wives, and from that wives he have so many sons. But Sri Chaitanya Mahaprabhu doesn't have any children. Вопрос в том, почему у Кришны в Двараке 16108 жен, и от каждой из них у него были дети, а у Господа Чайтаньи не было ни одной жены. Нет, ни одного ребенка. Ни одного ребенка? Да. See, he doesn't have any externally. He doesn't have a child. Но внешне у него не было ребенка. But what is a child? Но что такое ребенок? A child means an anuga, a follower. Что такое ребенок? Это анануга, то есть тот, кто следует. So if you're a follower of Chaitanya Mahaprabhu, you're his child. Поэтому, если вы следуете Чайтанье Махапрабху, то вы его дитя. So it's yes and no. He has children, but he doesn't have children. Ну вот, и да, и нет. У него есть дети, и у него нет детей. Now, he externally
internally, Krishna has 14, 16,108. Externally. То есть внешне у Кришны было 16 108 жен. If you want to be Krishna's wife, then there's room for another one. Но если вы хотите стать супругой Кришны, то найдется еще одно местечко. If you want another relationship, then Krishna's ready to take it. Но если вы хотите какие-то другие отношения с ним развивать, то Кришна готов вас принять в этом And качестве. the confidential reason for Lord Chaitanya's appearance. И одна из сокровенных причин явления Господа Чайтаньи. This is in Adi Leela chapter 4. В Адилии, главе 4, Shloka 19. 19 стихе. Whatever relationship my devotee wants with me, I reciprocate accordingly. That is his natural position. И какие бы отношения не хотел живое существо установить с Господом, Господь отвечает ему соответствующим образом, и такова его природа. So Prabhupada says in any relationship. И Шрила Прабхупада пишет, любые взаимоотношения. Suppose you want as master and servant. Скажем, вы хотите развить отношения слуги и господина. Krishna will be the best master И тогда Кришна будет самым лучшим господином, that the servant ever had. который когда-либо какой-либо слуга имел. Suppose you worship God in Vatsalya Bhava, like the parents. Скажем, вы поклоняетесь Господу в настроении Ватсали Бхавы, как родитель. Then Krishna will be a best child you ever had. И тогда Кришна будет самым лучшим ребенком, который у вас когда-либо был. He will never die Он никогда не умрет. because the parents want the child to be healthy and happy and live a long life. Поскольку все родители хотят, чтобы ребенок был счастлив, здоров и долго жил. So he'll never die. Он никогда не умрет. And if you want Krishna's lover, Если вы хотите стать возлюбленной Кришны, then Krishna will be the best lover. тогда Кришна будет самым лучшим возлюбленным. So in any relationship, То есть он совершенен в любых отношениях. Krishna's ready. Кришна? Krishna is ready. Как Кришна готов принять Any relationship you want. любые отношения, которые вы хотите с ним развить. If you don't want to be a child of God, then any relationship you want. Krishna can give you. Но если вы не хотели бы стать ребенком Кришны, то вы можете установить с ним какие-либо другие If you want отношения. to accept God as a friend, He'll be the best friend you ever had. А если вы хотите принять Господа как своего друга, то он будет самым лучшим другом, которого только можно вообразить. Any relationship you want, He'll be the best. И в любых отношениях он будет самым лучшим. So it's very nice. It's something for everybody. То есть у него есть что-то для каждого. Впереди еще пару программ. Да, господин? Нет, ближайшие дни. Махарадж. И вопрос. Что должна делать женщина, которая развелась со своим мужем, сама развелась с мужем? Какова ее обязанность? Оставаться одинокой и молить Господа или снова выйти замуж? Whether one is married or not, one should pray to God. Замужем, женщина не замужем, и в том и в другом случае следует молиться Богу. And if somebody is married, pray to God. Если какая-то женщина замужем, ей следует молиться Богу. There is no guarantee. Нет никакой гарантии. He likes Krishna, she likes Krishna. Doesn't mean they're going to like each other. Вот. Ей нравится Кришна, ему нравится Кришна, совсем не обязательно они будут нравиться друг другу. So make sure there is compatibility. Поэтому заранее побеспокойтесь о том, чтобы была совместимость. As the joke says, look before you leap. Как говорится, смотри, куда садишься. Because afterwards, like, you're in jail for 40 years, and make sure you like your jailmate.
Скажем, вот вас сажают в тюрьму на 40 лет, поэтому вы должны убедиться, что сокамерник вам подходит. And a lady loves her child much more than she likes her husband. И женщины обычно любят детей гораздо больше, чем своего мужа. The husband can be divorced. We can throw him away, but the child is everything. С мужем можно послать, развестись с ним, но ребенок это все. You can do anything for the child, but the husband, who needs the guy? Вы все сделаете, что нужно для ребенка, а кому нужен этот парень? The husband gives the seed and pays the bills, but the child is everything. Муж дает семя и платит по счетам, но ребенок это все. And now there's a process called in vitro fertilization. You don't even need the guy. А сейчас уже есть искусственное оплодотворение, так что даже для этого не нужно. So compatibility is the big thing. Поэтому совместимость очень важна. Well, it is basically a trade-off. На самом деле это своего рода обмен, I сделка. get something from them, they give something to me. Ты мне, я тебе. But Krishna's Priya Narma Sakha, Ujjvala, who was a lobbyist. Lobbyist. He's lobbying on behalf of Krishna. Вот, и Кришна, то есть Кришна Приянама Саха Уджвала, он такой лоббирует интересы Кришны. It is described in the fraternal loving devotional section of Bhakti Vишramбха Sindhu. И о нем рассказывается в Бхакти Вишрамбха Синдху разделе which section? Bhakti Vишramбха Sindhu. Which section? The fraternal loving devotional section. Об таких дружеских отношениях. So it says, Spurutatanu taranga vardata nalpavela sumudura rasarupo durgama avarapara jagati yuvati jatir nimanaga tamasamudras tadyameva hara tvam etisa vadavinaiva. Oh, killer of Agasura. О, убийца Агасуры. You've expanded your loving affairs so much that you could be considered to be just like the ocean without limitation. Ты распространяешь свои любовные игры настолько широко, что тебя можно сравнить с океаном. All the girls of the world that are searching after the perfect lover. Все девушки мира, которые ищут совершенного возлюбленного, are just like rivers flowing into that ocean. подобны рекам, впадающим, текущим к этому океану. Under the circumstances, all these rivers of young girls И в определенных ситуациях все эти девушки-реки, they may try to flow to other place, but ultimately they have to flow unto you. они могут отклоняться от прямого курса, но в конечном счете все равно они текут к тебе. There are two ways of understanding that. И тут можно понять двумя способами. For the brahmacharis, well, everyone is prakriti. Everyone should go to Krishna. А для брахмачари это значит, что каждая джива является пракрити, каждая Everyone is prakriti, female, and everyone has to flow to Krishna. вот, и каждый должен течь по направлению к Кришне. And for the householders, it's we have to give them Krishna. Otherwise, whatever the husband does, the wife will never be happy with. Ну вот, что касается для семейных людей, это значит, что он должен дать своей жене Кришну. В противном случае она всегда будет им недовольна. Krishna is the friend, and if I give the knowledge of the friend, you also become friend. Ну вот, Кришна это друг. Если кому-то дают знания о своем друге, то человек тоже становится другом. So, husbands in this world have to give the knowledge of Krishna to their spouse. Итак, муж в этом материальном мире должен дать своей жене знания о Кришне. If they're good at that, they're a good friend. Если он в этом преуспевает, то он является хорошим другом. And if they're not, well, they need to improve. Вот если этого нету, то нужно улучшаться в этом отношении. And like I said, make sure you like your jailmate. Ну вот, и как я уже говорил, убедитесь в том, что сокамерник вам нравится. Because you're in jail for 40 years. Потому что вы в камере на 40 лет. Sometimes you like to be in jail. It's a good jail, a golden jail, very nice jail. Иногда вам может нравиться быть в тюрьме, это суперская тюрьма, золотая.
In 5th canto, chapter 1, Maharaj Priyavrata was married, and Prabhupada described that he actually liked his household life. Ну вот, и в первой главе 5-й песни Шримад Бхагавата описывается, что Махараджа Прияврата был женат, и ему нравилась его семейная жизнь. Because his wife was really good. Поскольку у него была действительно шикарная жена. They were made for each other. И они были созданы друг для друга. The joke is there, that marriage may be made in heaven, but then again, so is thunder and lightning. Как и шутка, браки, возможно, заключаются на небесах, но там бывают громы и молнии. To get married, see, this is an English joke. Это вот еще английская шутка. Translating in Russian will be very difficult. Но, возможно, не так легко перевести на русский. For marriage, you need 4 kinds of rings. Но для брака нужны 4 вида колец. Ну тут будет, да, как игра слов английских, я перевожу просто как по-русски, там, конечно, эта изюминка, скорее всего, пропадет. See, Adipurush is good at jokes. Вот Адипуруш, он здорово переводит все He can эти translate шутки. jokes really good. Он замечательно переводит шутки, так что все смеются, так что You не need подведите the меня. engagement ring, the marriage ring, the suffering, and the enduring. Вот это engaging ring, это кольцо помолвки, потом идет marriage ring, ring это кольцо, это обручальное кольцо, потом идет suffering, это на английском означает страдание, enduring это терпение, выносливость. You would have to translate it into words that match. Ну, и это все нужно так русские слова подобрать, чтобы они были также звучали похоже, как и на английском. There is marriage, love may be dreamy, but marriage is the alarm clock. Как говорится, любовь это сон, но брак это будильник. The other one said, Father, a man didn't understand. They say in China that a man doesn't understand his wife until they get married. He goes, that's everywhere, son. Сын приходит к отцу и говорит, что вот китайцы говорят, что мужчина не может, не узнает, кем является его жена, ну то есть женщина, пока не женится на ней. Ну, сынок, это повсюду так. Another one is the son asks the father, how much does it cost to be married? Ну, ты сын спрашивает отца, а сколько стоит пожениться, папа? I don't know. I'm still paying for it. Даже не знаю, я до сих пор плачу за это. These jokes were written by householders. И вот эти шутки на самом деле были, то есть вышли из-под пера семейного человека. One of my godbrothers that preached to me when I was a new bhakti. He's 62 years old now. He's 6 years older than me. Ну вот, и один мой духовный брат, он мне проповедовал, когда я был молодым брахмачари, ему сейчас 66 лет. So I gave him these jokes and I said, I don't want to be a fanatic. Come on, is this true or false? It's earlier. I gave him earlier. Я ему A couple years back. Ну вот, и вот пару лет назад я ему показал вот эти все шутки, и я сказал, что я не хочу быть фанатиком, чтобы как бы, чтобы не перегибать в какую-то сторону эту тему. Spiritual marriage and material marriage. Of course it's true. He goes. Духовный брак и материальный брак, он говорит, конечно, это все правильно. Of course the jokes are true. Конечно, шутки правильные. So the comedians, they wrote these jokes in order to survive. Ну вот, и этот комедиант, этот юморист, он сочинял эти шутки, чтобы выжить. What do you mean survive? In what sense? It means that they could tolerate their misery by laughing at it. Ну то есть он как бы упускал пар, чтобы легче было терпеть действительность. The joke is there. You made your bed. Now sleep in it. Как говорится, You made your bed. Now sleep in it. It's your situation. Now take it. По-русски это было, по-русски это будет, ну, ладно, перейду по-английски, вы скажете, как, ну, есть пословица на русском, говорится, что ты сам постелил постель, тебе надо тебе и спать. Господь читания Шишташтаки, он в 3 стихе говорит о 4 качествах, которые должен иметь преданный. Вот первые 2 качества, я знаю, стоят Санатана Госвами и Харидаса, терпение, смирение. Вот вторые 2 качества, что это за личность представляет и почему. И второй вопрос, если можно, практически, нужно ли во время роста туласи ее обрезать и как это правильно делать, или можно это делать ножницами?
First question is in the third verse of Shikshashtaka. It said that there is two qualities that devotee should have. And first two, they it's Rupa Goswami. Rupa Goswami. Sanatana Goswami and Haridas Thakur is a personification of these two qualities. And who is a personification of second two qualities? And One thing is this, if you really want to study those qualities, но главное, что действительно ли вы хотите изучить эти качества? in Gitavali, in the Namastaka Bhajans, В Гитавале в разделе Намаштакам в баджанах, I think it is bhajan number 3, насколько помню, в третьем баджане, Bhaktivinoda Thakur describes it. It's really good. Бхактивинода Тхакур описывает это. Это All здорово. about those qualities. It's really good. Все описывает относительно этих качеств. So, get that and study it. Поэтому вот раздобудьте и как следует изучите. It is bhajan sung during the month of Kartik. И этот баджан обычно поют в Картику. And you can sing it. If you sing it in the morning, you can sing it in Prabhati, morning melody. Если вы поете его утром, то вы должны петь прабхати, то есть на утренний мотив. Morning melody is only to be sung to 8 a.m. or 9 a.m. max. То есть и утренние мелодии поют до 8-9 часов максимум утра. Not in the afternoon or the evening. Ни днем, ни вечером их не поют. So, I'm singing it only to instruct. Поэтому я пою вот на этот мотив на своих лекциях, только чтобы показать, вот, как это выглядит. Kirtan is a little strict. А Киртан, он немного такой строгий. Prabhati, morning melody, is only from Brahma Muhurta till 8 o'clock or 9 o'clock maximum. И прабхата — это утренние мотивы, они поются с Брахма Мухурты до 8-9 часов утра максимум. Sri Krishna Kirtana Chati Manasato Har Parama Chatani Tabula Bohadikar Trina Deka Hina Dinaya Kinchani Char Apani Manobhavnani Chariya Ahankar Trina Deka Hina Dinaya Kinchani Char Apani Manos Chariya Ahankar. Then it goes once you obtain these qualities, then you become a great soul. Как только вы Dushoy. обретете эти качества, станете великой душой. He said, then pratishtasa charikoro amani hridoy. Then you have to banish the desire for profit, adoration, distinction from your heart. И тогда вы должны избавиться от желания в свое сердце для поклонения, признания, adoration, distinction, Adoration, distinction, and worship. и также стремление к поклонению. And it said, Krishna Distan Sarva Jibi Jani Sada Korobi Saman Sabe Adare Sarvada. Knowing that Krishna is situated within everybody, you give everybody respect at all times. Зная, что Кришна принадлежит, находится в теле каждого живого существа, необходимо оказывать почтение каждому. At the end of the bhajan, Bhaktivinoda Thakur says, Bhaktivinoda Thakur is praying to the lotus feet of the Supreme Lord. И в конце баджана Бхактивинода Тхакур поет, что Бхактивинода Тхакур молится лотосным стопам Господа. When will the day come when I get all these qualities? Когда же придет тот день, когда я обрету все эти качества? Really a good bhajan. Величайший баджан. Really good. And the second question: when Tulsi is growing, can we cut her? No. Нет, мы не можем. Only the top can be cut. Мы не, то есть нельзя обрезать ветви Тулси, можно прищипывать вот верхний листочек, который появляется. Just like this tulsi here is leggy. Как бы, например, эта Тулси здесь, она такая, как There's сказать, nothing you can do.
Only you can do is cut the top bud. Вот, и ничего с этим нельзя поделать, можно только вот на кончиках веточках прищипывать вот эти новенькие листочки. With the nails? No, with the fingers. The nails are cut. Нет, просто пальчиками, не ногтями. Нет, ничего не нужно ломать. Там вот сверху, на веточке, появляются маленькие листочки зелененькие, на самом кончике. Вот их нужно прищипнуть так, слегка. И манджари то же самое. Manjari or not, you could cut that. Но, It's called a pallava, newly blossomed leaf. ну вот, и это называется палом, новенькие листочки. And when you put that on the head of the deity, all the blessings land on your head. Вот и манджари, когда вот они совсем еще молоденькие, когда они зелененькие, вот если вы их отрываете и кладете на голову божества, то благословение вам на голову. It depends on the lamp. Все зависит от лампы. It's not the summer we're talking about. Мы говорим не о лете. In the winter, if you're not getting flowers on your tulsi, your lamps are trash. Если зимой тулси ваши не дает цветков, значит у вас паршивое освещение. And in the winter time, you don't put much water. И зимой не нужно слишком обильно поливать тулси. There's actually a probe you can get. Есть датчик, который вы можете приобрести. So it's got moisture, 3 clicks, 3 in 1. Click, click, click. Там три на самом деле датчика в одном датчике. Там переключаются режимы в 3 позициях. So it's moisture, light, and pH. Он измеряет влажность почвы, он измеряет освещенность, а также измеряет кислотность почвы. So it's not when your mind thinks you should give water, То when есть, she needs it. то есть это не то, что вы думаете, что тулси нужна вода, а можете на основании показаний этого датчика увидеть, что действительно ее нужно полить. In winter, could be 2 weeks or 3 weeks between watering. Ну вот, а зимой может быть даже между поливами может проходить 2 или 3 недели. In the summertime, when she's in the sun, it could be 2 times a day or once every 2 days. Ну вот, а летом, если она стоит на солнце, то, возможно, это нужно делать 2 раза в день. Don't overwater your tulsi. Но не следует слишком обильно поливать тулси. Another thing is, Еще один момент. clay is great. Да, как его, Yes, глиняный горшок, это здорово. Unglazed clay, that's great. Не глазированный глиняный горшок, он здоровский. So, just before I left, Nikolaya Vichakshana asked me to see the tulsi. И прямо перед отъездом из Николаева Чекшина показал мне тулси. So then I said, maybe I have to take her out of the pot temporarily and put her in another pot temporarily. Вот. Because he has a glazed clay pot. You have to sand the glaze off, inside and outside. Then the roots can breathe. Ну вот, и у них там тулси в глазированных горшках, он говорит, что нужно удалить вот эту глазурь, как снаружи, так и внутри, чтобы корни могли дышать. Тогда будет поступать кислород в почву через стенку. Temporarily, you may have to put the tulsi in another pot in order to do that. Ну вот, и чтобы это сделать, может быть, придется тулси на время вытащить из этих горшков или же других. Don't put her in a plastic pot. И ни в коем случае не сажайте, не растите тулси в пластиковых горшках. Just like you're inviting the Queen of England to come to Odessa. Don't put her in a plastic hotel room. Ну, ты, например, вы пригласили в Одессу царицу, королеву Англии, и не следует ее селить в пластиковой комнате. She's a dignified girl. She's 85 years old. She's dignified, you know. Она такая благородная женщина, 65 лет. 85. She's 85. 85 лет. Put God's wife in a plastic pot. Come on. Ну, а давайте супругу Господа засунем в пластиковый горшок. Just like in the 1960s, an actor and an actress, they were talking to each other. В 60-х годов там актер с актрисой, у них диалог. God, if you had a brain, you'd be dangerous. О, Господи, если у кого-то нет мозгов, то это опасно. Можно я извиняюсь, не поняла насчет, когда тулуси уже манджари большие, их обрезать? Но если да, если уже они задеревенели, то нужно обрезать.
About if manjari is old and hard, can we use the scissors? Yeah, see, this is the funny thing. Вот еще так забавно. My godbrother's wife, Vidya, she lives in Los Angeles. Her husband is living in Vrindavan, you know. И вот жена моего духовного брата, Видя, она жила в Лос-Анджелесе, он жил в Вриндаване. So she wrote Prabhupada a letter in 1976 asking the same question. И в 1976 году она написала письмо Шри Прабхупаде с таким же вопросом. Can you use the scissors to cut tulsi manjaris or fingers? Ну вот, должны ли мы обрывать туласи манджари пальцами или же ножницами обрезать? And Prabhupada replied, use your brains, and if you have none, ask others who do. Ну вот, и он, Шрила Прабхупада написал ей, напряги мозги, если своих нет, то спроси у тех, у кого есть. Basically, it's logic. If the manjari is hard, you need scissors. Ну вот, в основном это логика. Если манджари, они уже такие твердые, то нужны ножницы. If the manjaris are soft, fingers are faster. А если манджари еще мягкие, то пальцами собирать быстрее. Like that. Ну, то есть таким образом. Можно уточнить тулоси. Именно во время роста, когда тулоси растет, можно ли ощипывать не манджари для того, чтобы сделать крону тулоси растения разветвленной? Можно прищипывать вот... Нет, во время, я говорю, что во время роста, допустим, если не прищипывать... Так она постоянно растет, что значит во время роста? Нет, надо делать, чтобы она не была просто прямой. Так вот, да, поэтому нужно вот этот листочек, что каждые два сочинения, когда... Вот это, можете, чтобы он сказал про это? When we can to grab the tip of the branch, when it's young, or when we can start to grab the bud. When the manjaris appear. All the manjaris. Manjari or bud, anytime. If the lights are strong, then the bud will become a manjari. So the question is, when we can start to grow the bud? Whenever you want. As long as it's not night. No, it means how big tulsi can be when we can start to crop the buds. If the lights are strong, when she's 1 centimeter high, start. What's that? Start cropping her. And Don't let her become tall. When she's 1 то centimeter. есть Махарадж говорит, что если свет такой сильный, то можно уже, когда она 1 сантиметр рост, уже можно прищипывать. Every branch in every direction, crop the top of То it. есть каждую веточку в каждом направлении нужно прищипывать через It каждые 2 becomes a сочинения. really stocky И bush. тогда она будет так, как кустистая так. Tall trees like this means definition of stupidity. Это No brains. вот такое высокое растение, не ветвистое, оно называется признаком глупости. It means bad management. Это значит плохое управление. Плохое менеджмент. Когда манджари выходит, рядом с ней листики. Да. Можно ли, когда обрезаешь манджари или срываешь, чтобы вместе с листиками срывать, или только манджари? Should we cut manjaris with 2 leaves or just manjari? 2 leaves. Стандартно манджари срывается 2 листиками под ней. The first 2 leaves. С первыми 2 листиками. Not the second. Не с 4 листиками. If the lights are strong, the second bud will also become a manjari. Ну вот если свет сильный, то второй вот зависть, она тоже становится манджари. There is I think it is the shastra called Vishnu Smriti. Насколько я помню, об этом говорится в шастре Вишну Смрити. That if you break the branch, Если вы ломаете ветку, then Lord Vishnu's heart feels pain like you pierced it with a spear. то Господь Вишну чувствует боль, как будто ему в сердце втыкают копье. Just like, hypothetically, let us say, Ну, скажем так, гипотетически. suppose a man and his wife are walking, Скажем, муж с женой, они прогуливаются постепенно. and around the corner, a kid comes in a bicycle and smashes the spouse's finger and breaks it. Ну вот, и вдруг из-за угла выскакивает на велосипеде какой-то сорванец и ломает жене палец.
You can't fault the husband for smashing the kid. Bang, you know. Но вы не будете винить мужа, если он там пинет этого ребенка. So don't break the bud unless you require it. Поэтому не нужно ломать туласи без нужды. Later on, when the manjari appears, then you can cut it. Вот когда появится манджари, тогда можно обрезать. So what's your question? Какой вопрос? Сухие веточки, когда они засыхают веточки, и листики, которые уже пожухли, можно ли, если они не снимаются сами, а держатся хорошо, можно ли их срезать из сухие ветки и листики, которые на поверхности? Prophet said yes, but what is the need? Шилпа сказал да, но какая в этом необходимость? If it's blocking the light, then yeah. Если они закрывают солнце, то есть закрывают свет от остальных веток. Она слабее, когда у нее сухие ветки. Вот я слышала. I've heard that it becomes more weak when tulsi has dry branches. Problem with that. Но тут есть одна проблема. The beginning of the branch still has some green. Но в начале ствола ветки могут быть зеленые листики. And the end of the branch is really dry. А конец ветки по-настоящему сухой. So if the branch is really, really dry, then you can cut it. Но если вы уверены, что ветка сухая, тогда ее можно обрезать, обломить. Don't cut it before that. Но не до этого. Be really careful. То есть будьте очень осторожны. Листья, которые пожухли на краях. Да, да. This is why Prophet said, yeah, you can cut the dead branches, but what is the need? И Шилпа сказал, что да, вы можете обрезать мертвые ветви, но какая в этом нужда? Sometimes there's need, sometimes there's no need. Иногда нужно, иногда нет нужды. Да, а вот это вопрос. Рога. Мы все хотим, да, вернуться. Кришна хочет, чтобы мы вернулись домой к нему. Микрофон. И мы тоже хотим. Есть ли у нас шанс? Ищите. Кто хочет, все хотят вернуться к Кришне, и мы тоже хотим. Кришна хочет, чтобы мы вернулись к нему, да, и мы тоже хотим. Но есть ли у нас шансы? Krishna wants us to get back to him, and we also want. What is our chance? Pretty good. Otherwise, what are we here for? Шансы у нас неплохие, а иначе что бы мы тут делали? Actually, Krishna makes it easy to go back to him. Easier. Prabhupada says that we don't want to go. Krishna wants to take us back faster than we want to go. Вот. На самом деле Кришна сделал это как можно более легким, чтобы мы вернулись к нему. Шрила Прабхупада сказал, что Кришна хочет, чтобы мы вернулись к нему гораздо больше, чем мы этого хотим. Tulsi Rani is a big liberator. И Тулси ранее она великий освободитель. Just love her. She'll liberate you. Просто любите ее, она вас освободит. And she's more sweeter and approachable than Krishna is. И она милее и более доступна, нежели Кришна. See, in 1st Canto, chapter 9, verse 46. 1.9.46. 1.9.46. So Bhishma Pitamaha says, nobody can understand the plan of the personality of Godhead. И Бхишмадев говорит, что никто не может понять планов Верховности Бога. But a child, Tulsi Rani is Jagadatri, the mother of the universe. А Тулси ранее это Джагадатри, мать Вселенной. So, if you're a child, you can ask your mother, she'll tell you the strategy. Если вы являетесь, вы можете обратиться к своей матери, она вам расскажет, как нужно поступать. And if the mother comes in the heart and tells you the plan, then Krishna has to tell you the plan because mother spilled the beans. Ну вот, и если мать вам из сердца подскажет, каковы планы, то Кришне тоже придется это сделать, потому что они уже раскрыты. So she's sweeter and more easy to get than Krishna is. Ну вот, и Тулси ранее она гораздо милее и более доступна, нежели Кришна. And she puts your foot in the door faster than anybody else. И она поможет вам просунуть свою ногу в дверь гораздо быстрее, нежели кто-либо другой. In the material world, you want to get a hold of somebody. Например, в материальном мире вы хотите поддержать с кем-то контакт. So you write their mobile number down. И вы записываете его номер телефона.
Sometimes they turn their phone off. Иногда он, может быть, отключает вечером телефон. But hardly the wife does. Но вряд ли жена поступает так же. If the wife turns off her phone, you're really finished. You know? Но если у жены телефон тоже отключен, то полный провал. There's one devotee in Lithuania I'm trying desperately to get a hold of. Вот есть один преданный в Литве, и я вот безнадежно пытаюсь до него дозвониться. So he has 2 mobiles. I tried them both. У него 2 мобильных, на самом деле 3. Then I tried his wife's phone number and couldn't get through. И попробовал даже номер его жены набрать, но тоже ничего не получилось. So I was asking, do you know anybody else in Vilnius? We gotta find out. You know? Я спросил, а есть какой-нибудь еще номер преданных из Вильнюса? Good luck. Удачи. If we can't get a hold of them tonight, then, you know, I'll probably call Visaganas or something like that. I'm going to get really desperate. I'll call another Chaitanya. What to do? Still делать, you know? Если я не смогу до него дозвониться вечером, то приеду там вообще действовать через преданных из других городов, и там через регионального секретаря, всех поднять на уши. But it's very nice. People can worship Tulsi Devi. She's cheaper and sweeter, and she can put your foot in the door to Krishna just like that. Ну вот замечательно, если человек поклоняется Тулси Деви, она милее и доступнее, и она позволит вам засунуть свою ногу в дверь гораздо быстрее, чем кто-либо другой вам поможет это сделать. And she's not a poor girl. И она не бесприданница. She's more beautiful than many goddesses of fortune, and if you need money, she can pay for it. Ну вот, и она прекраснее богинь процветания, если вам нужны какие-то деньги, она заплатит за это. And she's a very good architect. She's an organizer. She's a very good architect. Она замечательный архитектор и организатор. You're trying to serve her, and you need some brains. She can give you the brains, how to get it done. Но вот если вы для служения ей вам нужны мозги, она вам их даст. So she's not a poor girl or a stupid girl. Она не дурочка и не бедняжка. She's really smart, and she's really rich. Она очень разумна и очень богата. So a child should do anything for my mother, anything. И у ребенка даже в этом настроении я сделал все это своей мамой. So I spent money for her, and I didn't even have. Я потратил на нее денег, которые даже у нее не было. And she paid it back. И она все вернула. I was rushing to finish up my Tulsi shrine for her. Я торопился закончить для нее храм. So I had to do captions on the outside of the panels, you know. И мне нужно было сделать надписи на внешних панелях. I thought I was paying 15,000 rupees. Turns out I was paying 86. Ну вот я думал, что это все мне обойдется в 15 тысяч рупий, а оказалось, что 87. So I count up all my nickels, dimes, and pennies. I count up all my money. I count up all my money. Я вот посчитал свои денежки. I was 40,000 rupees, $1,000 in the red. Ну вот у меня в минусе было $1000. Then I told one Brahmana Vaishnava, hey, I'm $1,000 in the red for her. What to do? И я сказал, ну вот посмотрите, вот ради нее залил долги на $1000. So then he said, look, I got some land in Bangalore. If I sell it, I'll give you the 40,000 rupees. Ну вот он сказал, ну вот у меня есть земля в Бангалоре, если я продам ее, то дам тебе 44 тысячи рублей. So 3 days later, he gave me the money. Here И you через are. 3 дня он мне дал денежки, пожалуйста. So I don't flinch for Krishna, and I don't flinch for Tulsi Rani. I don't flinch. Поэтому я никогда не колеблюсь, когда нужно платить за Кришну или Тулси Рани. It's a lot of money. Spend it anyway. They'll give it back. They're not poor people. Вот если нужны деньги, брать все подряд, они все это восстановят. And it's a fact. They actually do it. И это происходит. You need it for them, for their service. They'll pay it. Если вам нужны деньги для служения им, они это все заплатят. At the same time, we have to do what is doable. We cannot put our neck too far. Ну вот, с другой стороны, мы должны делать то, что мы в состоянии сделать, а не слишком так прыгать выше головы. Is it doable?
If it's doable, we should do it. We should not flinch. We should do it. Но вот если мы в состоянии что-то сделать, мы не должны колебаться и делать. If it's really difficult, then we better discuss it with a lot of people and figure it А out. если это очень сложно, то лучше обсудить это со многими людьми. Как найти свою жизнь в воспевании святого имени? Что значит найти свою жизнь? Если я буквально переведу, может ответ вас разочарует. How to find my life in the changing of the holy name. Krishna promises in Bhagavad Gita that he's prepared to give the brains to his devotee how to come to him. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, что он дает разум преданному, как прийти к нему. And Srila Rupa Goswami promises in Upadeshamrita И Шрила Рупа Госвами обещает в Упадешамрите, that if you continually chant Hare Krishna, then the disease of material life will be cut off at the root. но если вы будете продолжать воспевать святое имя, то болезнь материального существования будет подрублена под корень. You didn't get what you want? А получите ли вы то, что вы хотите? There's one software developer that was praying. He has a wife and 2 children. Ну вот есть один He is a software developer in Bratislava. ну, в Братиславе живет один программер, мой друг, у него жена и 2 детей. So he says, I was chanting Tulsi Kavacha in a puja room to Lord Vishnu for wealth to support my family so I could serve sadhus, but I didn't get it. Вот, я, говорит, повторял Туласи Кавачу в комнате Туласи и просил In Vishnu's temple. в храме, ну то есть в храмовой комнате и просил денег, но ничего не получил. Because Lord Shiva says in Shloka 17, that's what you do. Поскольку Господь Шива в 17 стихе говорит, что вот, чтобы получить деньги, нужно читать эту молитву в храме Вишну. But I didn't get it. Но я не получил никаких денег. So then I said, well, you have 2 things. You have to beg a little more. Но я говорю, что может быть 2 вещи. Первое, может быть, тебе нужно просить еще немножко. Another thing is that you have to look in the heart. Why? И, с другой стороны, ты можешь заглянуть в сердце и спросить себя, почему? Because if a devotee gets everything they want, maybe they'll stop begging. Поскольку если преданный получит все, что он хочет, он перестанет молиться. So if they stay in poverty, then they continually beg. Поэтому, если он останется в нищете, то он постоянно будет молиться. There's another statement that the brahmanas are poor. А кроме того, есть еще одно утверждение, что браманы бедны. Because Bhrigu Muni kicked Lord Vishnu in the chest, and the goddess of fortune didn't like that very much. That you kicked my husband in the chest, you know. Поскольку Бхригу Муни, он пнул Господа Вишну в грудь, и богине процветания совсем не понравилось. Therefore, the brahmanas are poor. Поэтому браманы бедны. So we have to look at so many different perspectives. Поэтому нужно посмотреть с разных точек зрения. As the saying goes, there's more than one way to cut an apple. Как есть высказывание, что яблоко можно порезать многими способами. You didn't get it. Use your brains. Why? Если вы что-то не получаете, напрягите мозги и постарайтесь понять, почему. So is there? You have some. Oh, he's good. Where's the microphone? Во время утренней службы Туласи мы поем «Я хочу стать твоей служанкой», «Сделай своей служанкой». Но у нас, мы знаем, что в духовном мире разные отношения с Кришной, и как это понимать? In the morning service we sing Tulsi Rani, make me your maid servant. But in the spiritual world there are many different kinds of relationships. How should we understand it? She's a smart girl. She knows exactly what you're thinking about. Ну вот она умная девочка, она знает, о чем вы думаете. Just like they always say the same thing. Как все время говорят одно и то же. You know, is it Vishnu Bhakti or Krishna Bhakti? What is it? Как люди спрашивают, как правильно, Вишну Бхакти или Кришна Бхакти? The shloka is actually Vishnu Bhakti. На самом деле, изначально шлока Вишну Бхакти. But it doesn't matter. She's a smart girl. She knows who you're thinking about. Но это не важно, потому что она разумница и понимает, что вы имеете в виду. My Gaurnitai, my Jagannath, my Radha Krishna, my Naharahari, my Giriraj, my Shalagram. She knows exactly who you're thinking about. Она знает, о чем вы думаете. Мой Рада Кришна, мой Горнитай, мой Джаганатхи,
мой Нарисимхадев, мои шилограммы, мой Гирирадж. She's a smart girl. She knows exactly who you're thinking about. Она знает, о ком вы думаете. And another thing about it is that when you're worshiping the Lord, Еще одно, если вы когда вы поклоняетесь Господу, you should offer prayers suitable to that Lord. необходимо возносить молитвы, подходящие к этой форме Господа. And suppose you're offering prayers to another Lord, He'll deliver it. Понятно. И, допустим, вы возносите молитвы другой форме Господа, и вот эта форма, которую вы молитесь, она доставит ваши молитвы той форме, которой они предназначаются. Just like there's actually prayers to Nrsimhadev, I was telling you about. Я уже говорил вам о молитвах Нарисимхадеву. So I have a Nrsimha. У меня есть Нарисимха Шила. But sometimes when I finish worshiping him so fast that I don't have time to chant the whole prayers to Nrsimhadev. Иногда я тороплюсь в службе, у меня нет времени полностью прочитать всю молитву Нарисимхи. So when I worship my other deities, Krishna and Balaram, then they deliver it. И уже когда я молитву продолжаю повторять, но уже поклоняюсь Кришну Балараме, и вот они уже доносят эту молитву, остатки ее Нарисимхадеву. It's very strange. То есть это странновато. That everybody emanates from Lord Balarama. Все исходят от Господа Баларама. Ramachandra, Nrsimhadev, they emanate from Lord Balarama. И Рамачандра и Нарисимхадев исходят от Господа Баларама. And on their appearance day, we fast the whole day. What? On Ramachandra's appearance day and Nrsimhadev's appearance day, we fast the whole day. Но на Нарисимхачатурдаши и на Рама Навами мы постимся весь день. But for Balaram, we only do half a day. На дне явления Баларама только до полудня. So Niranjan Maharaj said we have our institutional capacity and our personal capacity. Как и Ниранджан Махарадж говорит, что есть стандарты, установленные организацией, и есть какие-то наши личные стандарты. Whatever you can't do with your institutional capacity, you can do it on your personal capacity. Ну, и если какие-то стандарты не поддерживаются организацией, вы можете следовать им лично, сами по себе. So it's nice. So on my personal capacity, I'll fast till sundown. Вот, и лично я на день явления Баларамы пощусь до захода солнца. Some people say, all right, if it's a half a day fast, where's the Sanskrit to prove that they appeared at noon? Ну вот, я говорю, что хорошо, если мы постимся до полудня, то где свидетельство на санскрите, что Господь Баларама, он явился в полдень. Or Nityananda Trayodasi. Нитянанда Трайодаши. Same. Or, for example, Radhastami. Или Радхаштами. Where's the Sanskrit to prove they appeared at noon? Где в шастрах описывается, что они явились в полдень. We don't accept all this, argument. Oh, they're being merciful. Yeah, sure. Но мы все принимаем этот аргумент. Ну, просто они милостивы, конечно. If you have Sanskrit, Krishna says in Bhagavad Gita, chapter 16, verse 24. И Кришна говорит в 24 стихе 16 главы Бхагавад-гиты. You should discriminate what should be done and what should not be done by Sanskrit. И человек должен решать, что делать и как делать на основании шастры. If you know Sanskrit, you deserve to act like that. Если вы знаете указания шастр, то вы заслуживаете поступать таким образом. If you have Sanskrit, you have evidence. If you don't have Sanskrit, you have mental speculation. Если у вас есть свидетельство на санскрите, то у вас есть аргументы. Если у вас нет аргументов, свидетельств на санскрите, то у вас только домыслы на суже. And nobody cares for mental speculation. И кому вообще дело до ваших выдумок? It's an idea. It's a suggestion. Это просто предположение, это просто какая-то гипотеза, идея. You have Sanskrit, you have a fact. А если у вас есть свидетельство шастры, у вас есть факт. Otherwise, it's put up the Sanskrit pramana or shut your mouth. Таким образом, либо выкладывайте ваши доказательства из шастры, либо помолчите. It's a nice thing. Замечательная вещь. We need a question. Итак, еще вопрос. Да. В чем совершенство поклонения Шиле? В чем совершенство поклонения Шиле? Правильно я? Шилаграма Шила. What is the perfection in worshiping Shalagrama Shiva? Any deity
when you worship a deity, they give themselves to you. Если вы поклоняетесь любой форме божества, они дают себя вам. So the perfection of worship of any deity, what to speak of Shalagram. Поэтому в этом заключается совершенство поклонения любой форме божества, что же говорит Шалаграме. Bhakti Thakur says in 8th bhajan, 8th section, И Бхакти Такур говорит в 8-м баджане 8-го раздела 8.8 of Sharanagati. В Шаранагати. Amito Tomar Tumito Amar Kika Jayaparidan. I belong to you, you belong to me. Is there any other wealth in this world? Я принадлежу тебе, ты принадлежишь мне, есть ли другое какое-то богатство в этом мире? So that's the big thing. I give myself to you. You give yourself to me. There's nothing else we want. Вот, я даю всего себя тебе, ты отдаешь себя мне. И нет ничего другого в этом мире. Я не хочу ничего другого в этом мире. And see, Sanatan Pad says in Hari Bhakti Vilas Санатан Пад говорит в Хари Бхакти Виласе. that suppose you get a shalagram from somebody and it's not exactly the Lord you were thinking about. Скажем, у вас есть шалаграм, но это не тот Господь, о котором вы думаете. But in Bhav Seva, you can worship that shalagram as anybody you like. Но в Бхава Севе вы можете поклоняться этому шалаграмму в любой настроении, которое вы хотите, в любой форме, которую вы хотите. It's like that. So basically, it's like that. You can worship the deity. He looks like this, but in my mind, you have Sthai Bhava. You have fixed mentality. In my mind, he's this, and that's it. He's accepting your love in that way. Ну вот, вы можете поклоняться какой-то форме божества, но внутри у вас есть Тхай Бхава, определенные отношения с другой формой божества, и для вас эти божества они будут представать именно в той форме. I only know shastric references of somebody who changed their mood. Worshipping the Lord. Only Shamananda Pandit and Jiva Goswami. The only two examples I've heard of somebody who had one mood and they changed their mood. И в шалтрах я встречал всего два примера, в которых описывается, что преданные меняли свое настроение в поклонении божествам. Это Джива Госвами и Shamananda Пандит. Only two examples. Только два примера. Otherwise, Sthai Bhava means it's fixed. That's finished. For the rest of my life, it's it. Ну вот, Сthai Bhava означает, что вы уже утвердились в определенной форме поклонения, в определенной форме Господа, и это уже до конца жизни неизменно. You don't change. Это не меняется. Микрофон мало. Насколько важно преданным поститься на Экадаши, какие плоды она дает, и насколько важно поститься на Экадаши, если ты проповедуешь, в частности, там, книги распространяешь, или другой вид проповеди. How much is important to fast on Ekadashi, and particularly for the preacher who is distributing the books, and what is the fruits of the fast on Ekadashi? The fruits are you become better in your preaching for 2 weeks. Ну вот, и плоды, которые даются в пост на Экадаши, это то, что ваша проповедь в следующие 2 недели становится лучше. When I was a young child, I fasted anyway, and I was preaching anyway. И когда я был ребенком, я постился в любом случае, проповедовал в любом случае. So vows are always taken according to time, place, and circumstance, and ability to execute the vow. Обеты принимаются в соответствии с своим местным обстоятельством и способностью следовать им. Because you can't promise something and go back. Вы не можете пообещать что-то, а потом отказаться от своего обещания. So, Ekadasi happens at so many times during the week. Ekadasi can fall at any different day in the week. Экадаши могут прийтись на любой день недели. So, irregardless of what it is or what I have to do, my vows are the same. Независимо от того, на какой день недели это приходится и чем я должен заниматься, мои обеты должны быть правдивыми. And Lord Gauranga in Prema Vivarta, he said, if you need to, you could do Kopavasa. И Господь Гуранг говорит if you need to do it, Kopavasa. Prema Vivarta, chapter 18.
Если, если вам нужно, то вы можете делать калпавасу, то есть есть фрукты. But we should not have that as an excuse. Но мы не должны принимать это как оправдание. Just like there's a shocking shloka. Есть как такая шокирующая шлока. Shock the hell out of you, and then give you something you'll never forget. Чтобы вас душу вытрясти. А так, чтобы вы никогда это не забыли. One shloka says, to have conception with your mother is good. To kill Brahmins and eat the flesh of cows is good, but not to eat an Ekadasi. И одна шлока говорит, что заниматься сексом с матерью Basically, shock the hell out of you and then give you something you'll never forget. И вот в стихе говорится, что заниматься сексом со собственной матерью – это хорошо, убивать браманов и есть мясо коров – это замечательно, но не есть в Экадаши. When you read slokas like that, forget it. I need nothing. Ну вот, и когда вы слушаете такую штуку, то вы понимаете, да, пора браться за ум. See, sometimes you worry that you may break Ekadasi. Иногда вы беспокоитесь, что мало ли случайно прервете Экадаши. But if you don't eat an Ekadasi, you don't have to worry about breaking it. Но если вы вообще ничего не едите, то, соответственно, вы не прервете его. It's not what you're giving up. What are you getting? Поэтому вопрос не в том, от чего вы отказываетесь в духовной практике, а что в результате духовной практики вы You получаете. get more than you paid for. Вы получаете от поста гораздо больше, нежели вот те как бы дискомфорт, который Costless mercy means you got more than you paid for. Беспричинная милость означает, что вы получаете больше, чем заплатили. А все люди разные. Кому-то нравится служить божествам, кому-то проповедовать, кому-то заботиться о других. Таким образом, имея разную природу, преданные часто не понимают друг друга. Насколько важно взаимопонимание между преданными. All the people are different, and somebody like to serve, to worship deities, somebody to preach, somebody to take care about others. So having different natures, devotees often can't understand each other. How is it important? How is it important to understand each other? It's important to understand each other. Да, взаимопонимание важно. Because unless you understand, how are you going to serve them? Поскольку если вы не понимаете их, то как вам будет служить? There is a saying in Amritavani, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's instruction. И в Амритаване наставление Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура есть высказывание. Amritavani means nectarian instruction. Амритаване переводится как нектарное наставление. So he says, when interpersonal dealings give you pain, если отношения с кем-то приносят вам боль, then look within, chastise yourself within. тогда загляни внутрь и отругай себя. Nothing, become determined, nothing can disturb you unless you allow it to. И будь решителен, что ничто не потревожит тебя, если ты не позволишь этому произойти. So you have to look internally. Так что нужно глядеть внутрь. Everybody's an individual. They're not like me. И каждый индивидуален, и они не такие, как я. Now, in any relationship or any service that a devotee does, В любых отношениях, в любом служении, которое совершает преданный, the main thing is shravanam and kirtanam, hearing and chanting. самым главным является шраваном, киртаном, слушанием и распеванием. So in that relation, everybody can give something to somebody else. И в этих отношениях каждый может дать что-то другим. By hearing and chanting, you can give something to somebody else and you can take something from somebody else. Слушание и воспевание вы можете другим дать что-то и сами получить что-то. Even though they're different, even though they're doing different service, everybody hears and chants. Даже если люди разные, занимаются разным служением, но все слушают, воспевают. The next thing is serving. First business is to serve the Supreme Personality of God. And the second thing is the devotee should be happy. И что касается служения, первый принцип – это доставить удовольствие Верховной Личности Бога, а второе, чтобы преданные были счастливы.
So what do they need? Что им нужно? It's not what we think they want. Не то, что мы думаем, что они хотят или что им нужно. No, it's what they need. Смысл в том, что им действительно нужно. Just like a very smart disciple of Niranjan Maharaj gave him a set of cloth because he knows he gives everything away, but very few people he can give that away to because he's tall. Но один очень разумный ученик Ниранджана с вами подарил ему комплект одежды. Он очень разумен, потому что обычно Шрила Ниранджана с вами он раздает все подарки преданным, но очень сложно найти человека, которому подошла одежда Шрила Ниранджана с вами. Размер. I remember once in Kiev at his Vyas Puja festival, some child gave him a rubber ducky, you know. Ну, я помню, в Киеве, когда на Висапуджу какой-то ребенок подарил Шрила Ниранджану с вами резинового утенка, ну, как в ваннах дети играются. So I said, Maharaj, what are you going to do with this rubber ducky? И я спросил, Махарадж, что вы будете делать с этим резиновым утенком? And he said, oh, I'll give it to a child halfway across Kiev. They'll think they're getting some prasadam, or I'll wait and I'll give it to a child in the next city. Ну вот, и говорит, что, ну, это утенок какому-нибудь ребенку там на другой стороне Киева или в каком-то другом городе, как просада к нему. If you don't know what to give, what gift is good, cash works. Ну вот, если вы не знаете, что подарить, самое надежное это давать наличку. Give what they need, not what you think they need. То есть нужно дарить людям то, что им нужно, а не то, что, как вам кажется, им нужно. Can we break branches of the trees so that to use the leaves from those branches to make a garment if we have no enough petals, flower petals. Meaning stupid green leaves from other plants? Yeah. Yeah, fine. Тут вот говорится, можно ли срывать ветви деревьев для того, чтобы употребить листья для сборки гирлянд, в случае, если не хватает лепестков для божеств, есть ли какие-то реакции для этого? Только непонятно, зачем ломать ветви, если нужно собрать листья. Но насчет листьев нет никаких проблем, Махарадж говорит. In Bhagavad Gita, chapter 9, verse 26. И в Бхагавад-гите 9:26. If somebody offers me patram, a leaf, если кто-то предлагает мне листок, so patram means tulsi leaf, really. Патра означает именно лист туласи. But you know, if you haven't any other leaf, is fine. Но если у вас нет туласи, то какой-то другой лист тоже подойдет. Now there is another far out thing. Но есть еще одна очень такая выдающаяся вещь. Quoted from Vayu Purana and Hari Bhakti Vilas, chapter 7, verse 262. Она из Ваю Пураны цитируется, приводится цитата в Хари Бхакти Виласе 7:262. 7:262. If you don't have tulsi, you can touch a tulsi stick as an offering of tulsi or invoke her name. Если у вас нет листиков тулси или манджари, то вы можете прикоснуться tulsi leaf, tulsi manjari, tulsi anything. Да, то вы можете прикоснуться к подношению сухой веточкой тулси, либо просто призвать имя тулси. I like that. I thought, you don't need to harass her at weird hours for her stuff. И мне понравилось это, поскольку это избавляет от необходимости беспокоить тулси в неподходящие часы. Just like in the old days, you know, the treasurer's office is available, office hours only, 10 o'clock to 11 o'clock. Petty cash will be dispersed. Ну вот, и как, например, от казначея, офис казначея, можно было получить денежки только с 10 до 11 часов, и никакое другое время. Office hours only. Her office hours, not our office hours. Только приемные часы. И также мы должны собирать листья с тулси, это ее приемные часы, а не наши приемные часы. The only Sanskrit I found was in Tulsi Upanishad, Ratram Nasprashet. Don't touch her at night. Вот, единственное свидетельство, которое я мог найти, это в Тулси Упанишад, там говорится, что не прикасайтесь к тулси ночью. But that's all I found. Но это вот все, что я нашел. I heard rumors about other things, but I didn't get the Sanskrit for that.
Я слышал еще другие мнения, но у меня нет пока этому свидетельства в санскрите. Sanskrit, that's all I got. А что касается санскрита, это все, что у меня есть. How many rounds of Mahamantra do you chant daily? Сколько кругов Махамантры вы повторяете в день? Ну-ка, сколько? Not enough. Недостаточно. I joke that ABC to GBC, everybody could do a little better than yesterday. Ну вот, как я всегда говорю, от начинающих преданных до GBC, каждый может сегодня делать лучше то, что он делал вчера. Whatever I'm chanting, it's not enough. Сколько бы я ни повторял, то все всегда недостаточно. And even if I chant enough, is it enough? Даже если я достаточно повторяю, достаточно ли я повторяю? Nobody should be satisfied with what they're doing. Никто не должен быть доволен тем, что он делает. You can always give a little bit more. Всегда можно делать что-то больше. Krishna is not satisfied with what you give him. Кришна недоволен тем, что вы даете ему. He wants what's behind you. Он хочет то, что вы прячете за спиной. When you start to give that, then he becomes very friendly. Когда вы станете отдавать ему то, что у вас за спиной, он станет очень дружелюбным. He's the best friend anyway. He's going to tolerate us irregardless of what we give him. Но он является нашим лучшим другом в любом случае и будет любить нас в зависимости от того, что мы ему даем. But our business is to give him more. Но нашим занятием является давать ему больше. And see, people gotta leave what they gave. А вот дело в том, что мы сказали, что в 8 часов выходит последний автобус, вот те, кому нужно ехать, наверное, уже пора. И нам еще нужно сделать парикраму божеств, поэтому, наверное, здесь мы остановимся на сегодня. А сколько вот нужно ждать, чтобы преданные успели добраться до автобуса? 5 minutes. 5 minutes. Но тут еще будет парикрама вокруг божеств. 10-15 minutes. 6? Сколько? Минут 10, 8:20 последний. 18. Ну, about 10 minutes. 15. Но если кому-то нужно торопиться, то, пожалуйста, не стесняйтесь. Да, в чем? This is my beads, and then I've got all this other stuff inside. А также куча всяких полезных вещей. Счетчик, мой телефончик, есть USB-шка, есть батарейка. That's my lords. А там мои господа. You're going to do parikram of that. Что будет парикраму вокруг них? They pay for everything, they do everything, they give you the brains how to do everything, they figure out everything. Они платят за все, они дают мозги, они вообще все делают сами. They don't travel with us, we travel with them. Не они путешествуют с нами, а мы путешествуем с ними. Who's got a question? Come on. Итак, вопрос, да. Who's got a question? Духовное имя Махараджа. Что такое длинное? The name means there are two things. Имя означает две вещи. See, the names given to sannyasis by Bhaktisiddhanta. Bhakti is the first one. Вот, и имена, которые давал Бхактисиданта Сарасвати, начинались всегда с Бхакти. The second one is the quality of the candidate. Второе имя характеризует качество кандидата. So, Vishrambha means who likes Krishna but is not stifled by undue familiarity. Vishrampa Pradhan Sakya Gaurava Sambramahin. The coward boys serve Krishna, but they're not stifled by undue veneration. Stifled means that it's not stopped. They're friendly with Krishna, but they're not overly venerable. They're not overly venerable. Ну вот, и Вишрамба означает, что такой человек, он любит Кришну, но его не останавливают какие-то вот такие условности и настроение такого почтения. Не то, что почтение, а вот... And then the other name means, the other way of looking at it in Bhakti Vishrambha, there are two shlokas. That's one shloka. Есть две шлоки, которые характеризуют это слово Вишрамба. Вот эту первую шлоку Махарадж назвал, и вторая шлока в Бхакти Вишрамбха Сингху. It says, the other shloka is from Bhakti Vishrambha Sindhu, it says, Vishrambena Gurur Seva, serving the spiritual master with intimacy and confidence. Ну вот, и Вишрамбена Гуру Сева, то есть служение духовному учителю с
близкое служение с уверенностью. And the third name is the primary or secondary name of the Supreme Personality of Godhead. Третье слово в имени – это первичное или вторичное имя Верховной Личности Бога. And the last name is Swami because we're all from Swami Maharaj's line. Вот. И последнее – это с вами, поскольку мы все в линии Prabhupada is Swami Maharaj. В линии Прабхупады с вами. So therefore the Swami is there. Поэтому здесь вот с вами. Hey, you got a question? Еще вопрос. В духовной жизни очень важна решимость. Как ее поддерживать каждый день, чтобы она была с решимостью действовать? Determination, resolution is very important in spiritual life. How to support the Determination. How to support it, how to maintain it, how to increase it. Как ее поддерживать, как ее увеличивать? By those who have it. Associate with those who have it. Общаться с теми, у кого она есть. Another aspect of it doesn't matter what your desire is, what you want. И с другой стороны, не важно, какие у вас желания. You can beg Tulsi Rani, she can help you get it. Вы можете обратиться за их исполнением Tulsi Rani. Because there's two qualities. One is Bhakti Chaitanya Karini, the efficient cause of devotional movement. Ну вот, одно из ее имен это Бхакти Чайтанья Карини, то есть она является эффективной, действенной причиной настроения преданности. And Sarva Saubhagyavardhani, everyone's good fortune is expanded by her. А также Сарва Saubhagyavardhani, то есть удача каждого, то есть она увеличивает удачу каждого. In a Tulsi Kavacham, Shloka 13 and Shloka 18, Lord Shiva says, Tulsi Kavacham. 13 and 18. Tulsi Kavacham, Shloka 13 and Shloka 18. И в Tulsi Kavacham 13-18 шлоке говорится. Doesn't matter what it is, whatever you want, you can get it from her. Говорится, что какие бы у вас ни были желания, вы можете, Tulsi Rani может их исполнить. Sometimes it's material desires or spiritual desires. Tulsi Rani is not. She can give you anything. Но будь то материальные или духовные желания, Tulsi Rani может выполнить все. So it's determination is there. Determination is mentioned in Gita. In chapter 18, there's determination in the mode of goodness, passion, and ignorance. Но в Бхагавад-гите в 18 главе описывается решимость в гунах страсти, невежества и благости. So there's a joke. You haven't seen your sister in 40 years, you can Google and get her on Facebook. Ну вот, есть шутка, если вы не видели свою сестру 40 лет, то наберите ее имя в Гугле и найдите где-нибудь на Фейсбуке. So part of research is find it yourself. Поэтому часть исследований это вы должны найти сами. You want something done right, do it yourself. Если вы хотите, чтобы что-то было сделано правильно, сделайте это сами. You can also ask other friends. You can ask other people. А также вы можете спросить своих друзей и других людей. Because Krishna's mercy comes to the devotees. Поэтому, потому что милость Кришны приходит через преданных. And you can find so much. Вы сможете найти столько всего. So much shastra, so many examples. Столько шастр, столько примеров. All you have to do is change a few words in the search medium. Все, что вам нужно, это в поисковике подобрать нужные слова. Like I said, there's more than one way to cut up the apple. Как я говорил, что яблоко можно порезать более чем одним способом. So you have to use different words. Поэтому нужно разные слова туда вбивать. So I gave some ideas. Вот я привел некоторые идеи. Hey, we have time for one more question. Итак, у нас еще один вопрос. Да. Скажите, пожалуйста, все ли шастры авторитетны в Кали-югу, или все-таки есть какие-то неавторитеты? Все ли шастры авторитеты в Кали-югу? Вот, а преданные уходят, вот им нужно гостить Чиринамрити, Борис Махараджа. Вот, и any shastras are authorized in Kali-yuga? Yeah. Да, все авторитеты. Gita and Bhagavatam are authorized. Chaitanya Charitamrita is authorized. Гита, Бхагаватам, Читание Чаритамрита, авторитетные шастры. There's so many different ones. И много разных других есть.
that are authorized to come. Пураны все авторитетные. Пураны все авторитетные. Вишну Пурана. No, Нет, не все. no. Some of them are changed or adulterated. Некоторые из них изменены. There's one Purana, Brahma Vaivarta. It's bona fide, but it has no commentary. Есть одна Пурана авторитетная, Брахма Вайварта, но к ней нет комментариев Вайшнав. And so before Gopi Pranadhan left his body, И перед тем, как Гопаранадхан оставил тело, then I asked him, how do you take a Purana that it has no commentary and it may be interpolated, mixed? как воспринимать Пурану, которой нет комментариев, и которая могла быть изменена? So he said, with a grain of salt. You accept it, yes or no? Он сказал, что с некоторой долей сомнения. Может быть оно так, а может быть и нет. One has to think, if it's so important and it's mentioned there, it should be mentioned in other Puranas. Необходимо воспринимать так. Если что-то важное говорится в этой Пуране, то это же самое должно упоминаться в других шастрах. And if it's mentioned somewhere else and it has a commentary, that gives more weight to the subject. Ну вот, если какой-то момент, упоминаемый в данной Пуране, упоминается в другой Пуране, который есть комментарий, то это придает вес данному утверждению. And if it's the only place you find where it's mentioned, maybe not. Но если данное утверждение присутствует только в этой Пуране, в этой шастре и больше нигде, то могут быть сомнения, может быть, это и не так. It's mentioned in the British have a proverb. When in doubt, do without. Как есть пословица английская: не уверен, не обгоняй. So if you think it's a weird story, maybe it is. If it's a little dodgy, maybe it is. Если вам кажется, что история странная, может она такая и есть. If Krishna tells you in your heart, this is strange, maybe it is. Если Кришна говорит вам из сердца, тут что-то странное написано, может так оно и есть. Hey, it's time for Parikramma. Итак, сейчас время Парикрамы, около божеств. И And whoever needs to go can go. Whoever needs to stay can stay. итак, кому нужно идти, пусть идут, кто может остаться, пусть остается. И божества Махараджа — это Гирираджа Шилы. Обойти 7 раз около Гирираджа Шилы приравнивается одной из Гавардхана по имени без билета. И также Махарадж все время говорит, что чем быстрее вы обходите, тем больше блага получаете. Поэтому ты должен быть быстрым, бодрым, жизнерадостным. Сейчас остаемся Да, всем Very fast. Very fast. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Jaya И Махарадж говорит, что не перекрывайте дорогу, все должны идти быстро, не замедляйте. Hare
Да.